Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 29-я серия «Стальной алхимик. Братство». Погнали! Начали. Выводят, видимо, это Яла из подземелья и поднимают в штаб. К своему младшему брату, Гневу. Куда это мы? Кингу Брэдли. Заходите. Это же... Главный штаб? Да. Как это понимать? Вот так. Эй! Вы жутко грязные. Никогда бы не подумал, что гомункулы прячутся под штабом армии. Значит, с ними связан не только генерал, а вся армия. Но у меня есть Кстати, и нержавейку у него, что хорошие ли? новости. Да, кстати. Правда? Да, Ты правда. правда видел мое тело? Да. И ты заявил, что я не твоя душа, и пойти ты со мной не можешь. Выходит, мое тело существует? Да, да. Итак, это значит, что мы приблизились к своей цели еще на шаг. Прикрылся вы. Эй, почему этот зверек все еще с тобой? А она? Вообще-то внутри меня. Что? Это коротышка? Брат, не кричи так! Оденься лучше скорее! Шрам не Вы чем смог бы тут с ней заняты? сбежать. Быстрее! Нет! Шрам. 29 серия. Борьба глупцов. Борьба глупцов. Интересно. Хоть какое-то загадочное название. Черт. Ну и зачем ты ее притащил? У меня не было выхода. Она ранена. И шрам Эй! ее быть с собой не взял. Дальше с вами разговаривать будет Гнев. Входите. Гнев? Гнев, гнев, гнев. Давай. В афиге, да? Гнев? И... Генерал Кинг Брэдли? И рядом кто сидит? Смотрите. Полковник? Короче, вы все попали. Что здесь произошло? Много чего. Да, мы в жопе. Сержант Фьюри переведен на юг, прапорщик Фарман на север, младший лейтенант Брэден на запад. Ну а лейтенант Хокай скоро станет адъютантом самого генерала. Короче, нам хана. Что? Их всех просто взяли в заложники. Присаживайтесь. Нет, классный сюжет. Сейчас, кроме нас и генерала, в кабинете никого нет. Из оружия при нем только меч. И он все равно уверен, что одолеет нас троих. Уже оценивают. Генерал! Вы ведь приходили навещать меня в больницу, правильно? Выходит, это был обман. Я запрещаю вам продолжать расследование. Каждый военный для вас теперь является потенциальным врагом. Че? Вот что я вам сказал. Вы важны для нас. Подробности вас не касаются. Просто берегите себя до поры до времени. До поры до времени. Послушайтесь, и мы вас не тронем. А когда настанет нужный момент, что станет с людьми, которые не являются жертвами? Я же сказал, подробности вам знать не нужно, стальной алхимик. Стальной алхимик, значит. Я решил стать армейским псом, чтобы вернуть себе тело. Но сам Институт государственных алхимиков был создан для поиска этих самых жертв. И если теперь я снова позволю вам себя использовать, Короче, в отставку подаем. я отказываюсь от должности государственного алхимика. Чувак, тебя никто не Символ отпускает. твоей службы уже окрасился кровью. Что бы вы там ни задумали, я положу этому конец. Я расскажу другим алхимикам. И тогда вместе мы... Как там зовут эту девочку? Ах, да, Уинри Рокбелл. Вы что думали, ребят, вам Родом просто из так позволят? Ризенбурга. Подруга детства, которая вам почти как сестра.
Очень умелый механик автоброни. Ну, вы чё Сейчас работает в Рашвелли. И у нее много постоянных клиентов и друзей. Только троньте ее! И чё ты пожалеете! Ну, что скажешь? Бери часы назад. Если все же уйдешь, ей не поздоровится. Я расскажу другим алхимикам. А может, не стоит об этом прямо заявлять? Дурак. Прекрасно. Простите. Думаю, мы вас поняли. Так что Вот это умный. можете держать нас под наблюдением. Но позвольте продолжить искать способ вернуть себе тела. Пожалуйста, пожалуйста. Да сколько угодно. Но только если вы не будете мешать нашим планам. А вы что решили, полковник Мустанг? Вы ведь не собираетесь сейчас заявить, что тоже решили уйти из армии? Ну что тут сказать? Пусть я останусь армейским псом, зато не буду неудачником. В любом случае, у меня есть свои цели. Поэтому я не сниму эту форму, пока не достигну их. Прекрасно. Вы все свободны. Короче, ребят, Могу вы я же задать один вопрос? генерал? попали. Какой полковник? Это вы убили Хьюза? Нет, это был не я. Тогда кто? Вы просили только один вопрос. Прошу прощения. Кстати, подожди-ка секунду, Альфонс. Если что-то... Да нет, ничего, можешь идти. Вот сволочь. Он понял. Чуть не попались! Меч просвистел прямо над головой. Ах да, полковник, Повезло на сей раз. деньги. Одолжите немного мелочи. Зачем это тебе? Давайте сюда. Позвонить хочется. Тьфу, всего-то. Ты что, грабитель? Сойдет. До встречи. Стой! Простите, полковник, мы потом все расскажем. Куда они вдруг сорвались? О нет, лейтенант! Да. Ну, короче, они все сильно попали. Очень сильно. Даже не Лейтенант! знаю, что теперь? Кстати, я совсем забыл. Что-то Армстронг. случилось, полковник? Еще Неважно, как. выглядите. Он в курсе? Было бы странно, если бы я был рад увидеть, что меня ждет гора мускулов, а не женщина. Полковник, Лейтенант? все в порядке? Прошу прощения. Лейтенант Хоукай только что вернулась из туалета. Я воспользовалась добротой майора Армстронга, попросив его подменить меня. Спасибо, майор. Не стоит. Вы не сбежали? А кто же, по-вашему, велел мне никогда не опускать руки? Смотрите, потом не пожалеете, что сейчас не сбежали, лейтенант. Мне уже поздно жалеть. Интересно, Армстронг вообще из-за кого? Слушаю. После такого? Эд? Почему ты звонишь? Ну уж тебе надо Опять сваливать. автоброню сломал. Нет. Все в порядке? Ты здорова? Перемен никаких? Никого подозрительного не встречала? Эд, Что? ты странный. Что ты несешь? Понимаешь, ты и так редко звонишь. А тут вдруг... Еще и обо мне беспокоишься? Нет, что-то тут не так. Наверное, и снег пойдет. Ты хоть знаешь, как я... Но спасибо. Я рада, что ты позвонил. Спасибо. Тебя убить Да могут. ладно, все точно в порядке. Понял. Пока. Лучше бы Ал поговорил. Повезло с ней, все нормально. Ты так нервничаешь, будто влюблен в нее. Линк? Алчность я, сказал же. Черт, что тебе нужно? Ваш приятель просил передать. Линк? Это на языке син. Что тут написано? Понятия не имею, не могу прочесть. Он хочет, чтобы вы отдали это девушке, что была с ним. Ланфан. А, Ты ведь не собираешься проследить за нами и убить ее? Делать мне больше Зачем? нечего. Да и драться с девчонками это не мое. Я не вру и говорю вам чистую правду. Пока. Передать не забудьте.
Лем! Алчность я. Не, классно говорит. Алчность я. Это чё? Он что, до сих пор там внутри? Шрам. Кто это был? Кто это был? Зачем он начал гражданскую войну, которая захлестнула всю страну? Кстати, хороший вопрос. Нет, Кто для создания философского камня 100%. Там кто-то есть? Тим Марка? Шо? Вытаскивай его оттуда. Вы ранены. Можете спуститься? Я хочу знать, что творится снаружи. Не бойтесь. Стража сюда не скоро заглянет. Вдобавок, я врач. Могу перевязать ваши раны. Шрам, спустись. Вытащи его оттуда. Я совсем забыл вообще про Марка. И шварец? Этот шрам на лице. Неужели ты шрам? А ты кто такой? И что здесь делаешь? Ну, он бывший госалхимик. Бог ты мой! Я один из алхимиков, которые участвовали в кампании по уничтожению Ишвара. Как он легко признался. Видимо, он хочет покончить с собой. Жить будет. Ничего особенного. Отдохнет, и ей будет легче. Вот и хорошо. Какое еще хорошо? Каждый день кого-то притаскиваете. Ну, Уже и кровать мою заняли, и диван. А мне где спать прикажете? А? Извините, извините. Ты давал классный Вообще. пока. Альфонс, Почему не обе девчонки? Ланфан, тебе нельзя вставать. господин, В этом есть. господин не с тобой? О, Все хорошо, он жив. ну, У меня от него относительно. послание. И что это за каракули? Ланфан, Ты что там написано? Он пишет, что получил философский камень. А, Теперь наш клан... Точно. Я должна немедленно вернуться домой, чтобы рассказать людям. Где же он? Где сам господин? у него мозги ни к черту в данный момент. Что? Почему ты молчишь? Только не говори, что с ним что-то случилось. Еще как. Ответь мне, Альфонс! Где господин? Слушай, ответь, ай. Как поживает твое тело, алчность? Гнев, значит. Все в порядке. Слышал? Это тело принадлежало принцу Сина. Он жаждал силы, которая помогла бы ему стать императором, и принял меня. Занятный паренек. У нас с ним однажды был разговор насчет того, что значит быть правителем. Он сказал мне, что правитель существует ради своего народа. Нет народа, нет и правителя. Глупец. Его обуяла жадность, что привело к потере всего. Заткнись! Не смей недооценивать людей. Как-то так. Он все время ждет шанса, чтобы перехватить контроль. Ох, С монстром совладать собирается, да? то есть он там Насколько же внутри. жадными могут быть люди? Он там внутри. И он еще жив. Генерал Гомункул? Я всегда гордился тем, что сражаюсь за спокойствие мирных граждан. И многие, ведомые теми же чувствами, поверили армии и стали служить. И вот сама армия. Почему бы не уйти? С таким характером одно мучение быть солдатом. Ну, видимо, Армстронг ничего не знал. Мы не должны с ними сражаться, командир! Хочешь поспорить с приказами командования? Шо? Неважно, вызовите государственного алхимика ему на замену. Боже. В Ишваре я бежал с поля боя, так как считал, что армия действует неправильно. Но вместо этого, вместо того, чтобы бежать, я должен был бороться. С тех пор ни дня не прошло, чтобы я не вспоминал со стыдом, как изменил собственным принципам. А Стыдоба. теперь, когда полем боя стала сама армия, как я могу снова сбежать? Полковник, что вы собираетесь делать?
Я сказал генералу, что не подам в отставку, потому что у меня есть свои цели. Раз генерал так легко раскрыл нам, что он гомункул, значит, даже если он будет повержен, окажется, что в его тени притаился кто-то еще. Меня проверяют. Какой почет. А вы не слишком взволнованы. Может и так. Это похоже на то, как я сражался с другим гомункулом похотью, но... Хоть люди и называют меня оружием и чудовищем, когда я сражаюсь с настоящими монстрами, я начинаю понимать, что я самый обычный человек. Ясно. Выходит, камень поглотил господина. Прости. Если бы мы смогли удержать его. Здесь нет твоей вины. Я Нормально. могу лишь злиться на себя за то, что не выполнила свой долг телохранителя. Значит, господин все еще внутри алчности. И он, как по-видимому, еще жив. Альфонс, мне нужна новая рука. И быстро. Но на это нужно время. Пожалуйста, познакомь меня с механиком автоброни. У нас есть прекрасный. Великолепный. Плюс Ладно. она находится там, где Так и учат не сделаю. только руку делать, а еще и оружие Но там сначала тебе присобачивать. нужно Ой, поправиться. у нас апгрейд Пойду-ка я будет. добуду у доктора Нокса чего-нибудь пожевать. Тебе уже можно вставать? А, Тебя, она из жизни. кажется, зовут Мэй Чан? Мэй? Она из другого клана. Что? Узнаю выучку телохранителей клана Яо. А ты, должно быть, из клана Чан. Точно. Я 17-я принцесса Сина, Мэй Чан. Раз ты Родственники. здесь, в этой стране, значит, ищешь секрет бессмертия. Я не позволю вашему клану получить его. Да ты Ой. даже найти его не сможешь. Господи, а давайте без этого сейчас. Стойте! А, нам и так Я проблемы. не очень понимаю, но давайте жить дружно. Не лезь в проблемы нашей страны! Не думай, что легко справишься со мной из-за раны. Ты тоже. Даже не надейся победить. Вы что тут устроили? Больные должны лежать в кроватях. Не лезь в проблемы нашей страны. Да плевать я хотел на проблемы твоей страны, дуреха. Боже, благослови врачей. Больные есть больные, откуда бы они ни были родом. Блин. Вы хотите еще больший беспорядок мне тут устроить? Надеюсь, вы слышали историю о неизвестных науке микроорганизмах, внезапно появляющихся в домах врачей и убивающих всех. Ну и беспорядок. Неужели некому у него прибрать? Доктор, смотрите. Наконец-то. Вот она где. Да что это? Стойте! Разве это не фотография вашей семьи? Это моя бывшая жена и сын. Что, я волен поступать со своими вещами, как считаю нужным. Можешь выпить кофе, когда закончишь с уборкой. Я ему кофе. Так хорошо, что вы пришли. Вы только взгляните, я просто не знала, что делать. Красиво. А, только заметил, что алхимия снова при мне. К слову, чувак, твой вкус просто ужасен. Отличная работа! Это место было последним. Все-таки государственный алхимик — это не пустой звук, не чита всяким обычным алхимикам. Дело в том, что мы утром просили пару алхимиков помочь. Толку от них не было никакого. Пришли все такие важные, а как за дело взялись, так заявили, что их алхимия не действует. Так Утром, значит, она повсюду как не раз действовала. когда мы были под землей. Господин алхимик, спасибо. Странно. Спасибо. Можно ли доверять словам зависти? Нет. Что те люди стали лишь энергией без тела и души? А, ну да. Соберись. Думай о будущем, а не о том, что было. Выходит, не только мы с Аллом, но и другие алхимики не могли использовать алхимию. А это коротышка и Шрам могли. Кстати, интересно, Что почему? же это значит?
алхимия отличная от нашей. Если Может, я это смогу всё дело в понять, том, в чем что- ее секрет, то, возможно, найду способ вернуть тело Алла и сражаться с этим стариком даже без философского камня. Может быть, реально там... вообще их алхимия чем-то отличается. Надо вернуть это лейтенанту. Да уж. Надо... Так. Короче... Ох. Ну, короче, первый раунд за отцом и за гомункулами. Ничего такого особенного сейчас не случилось в этой серии. Просто все осознали, что они проиграли полностью. Шрам. Да, кстати, между прочим, еще и на Шрама вся надежда, потому что на него, оказывается, на него заклинание молчания не действует. Почему же на той девочке и на Шраме не работает? Может, потому что там алхимия не та. Алхимия синка. А у Шрама вообще на руке что-то среднее между чем-то. Может, проканает. Короче, у нас есть несколько человек, двое, которые могут игнорировать заклинание отца, или как это вообще назвать, бог его знает. Ну и вот... Вообще очень показательный момент того, что под прикрытием патриотизма, под прикрытием вот этого всего, войны разворачиваются, оказывается, абсолютно по другим целям, о которых ты даже и представить не можешь. Мне очень было жалко сейчас Армстронга. Очень жалко. Я постоянно думал, господи, какой великолепный, благородный человек. Интересно, как он себя во время войны вышваривал, вообще вел себя. Вот выяснилось, что он, оказывается, тоже переступил через собственное «я», так сказать. По его вине умирали невинные. Он смог с этим совладать, конечно, но осознание того, что это происходило не из-за того, чтобы там порядок и мир навести, а из-за того, что кому-то нужно было, чтобы там люди умирали, то есть сама цель была уничтожать людей, это осознание полнейший кошмар. Ну, я, если честно, не вижу никакого выхода из сложившейся ситуации. Эти гады теперь абсолютно полностью начеку и будут следить и за Эдом, и за Мустангом. Ну, еще раз повторяю, остается надежда на Линка, который внутри жадности, алчности сидит. И на Хоенхайма. Что ж, это была 29-я серия «Стального алхимика». Большое спасибо, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 30-й серии. Удачи!